Сентябрь 2025 года. Питер, Конфа, инди-игры, Дукат. Поехали! Меня зовут Денис, я представляю игру Канун 1919. Это у нас приключенческий сайт-скроллер по альтернативной реальности конца Первой мировой. Только в нашем мире уже существуют большие боевые машины, роботы, компьютеры и КПК. Плюс в этом мире у нас Российская империя существует, Советского Союза не случилось. Но игра у нас не про войну, война на фоне. А мы играем за посыльного, который должен забрать особо важный компромат из отдаленного городка, куда нас направляет наше командование. Но по прибытии мы узнаем, что там нам абсолютно никто не рад. Будем встречаем каких-то монстров, солдатов, зомби, там какие-то мутировавшие крысы, что-то подобное, с которыми сражаемся и пытаемся выяснить, что происходит в этом городке. Это приключение. То есть мы ходим, общаемся с персонажами, исследуем локации. Это не платформер, все-таки прыжков нет, это сайт-скроллер, где мы бегаем между локациями влево-вправо. Боевка будет как ближней будет, так и дальней будет, с пистолетами, дробовиками, другим оружием. Также мы дадим поуправлять танком, некоторыми роботами в процессе игры. Демка уже есть у нас в Steam и VK Play, а релиз на следующий год назначен. А разработка началась с того, что мы со своим другом, художником, сели поговорить о том, какой бы новый проект сделать. У него уже были какие-то концепт-арты вот этого мира. Решили обсудить, попробовать сделать прототип. Прототип внезапно всем понравился. Многие даже визуально сравнивают игру с Valiant Hearts, потому что там тоже стилистика Первой мировой, стиль Первой мировой плюс стиль похожие рисовки. И у нас это привлекает много внимания. Сейчас уже набралось около 10 тысяч виш-листов у нас в Steam, учитывая то, что мы даже маркетингом особо не занимались. Мы планируем либо весну следующего года, либо осень. Рисовать очень много в игре. Поэтому это будет известно, скорее всего, ближе к Новому году. То есть как точная дата. ПК, консоли. На мобилках она тоже может работать, но неудобно играть с планшетов. Удобнее все-таки с геймпада, если подключить геймпад. Потому что управление, например, и целиться, и стрелять, и курсор еще водить, прицел не совсем удобно с телефонов. Игра называется Downcast. Что делать надо? Механики русской рулетки, скажем так, да? Переработанные, то есть берем семизарядный револьвер в качестве оружия, асимметричная у него раскладка, она больше позволяет стратегии использовать, сам заряжаешь патроны, сам выбираешь ячейки, в которых они будут стоять, и, соответственно, это тебе дает больше контрольной ситуации, считаешь свою позицию. Также мы имеем, как и где-нибудь, да, карточки. То есть у нас есть система тоже айтемов, неких карт. Их на 2 дается там на раунд. Ты их используешь для того, чтобы менять ситуации в разную сторону. Сбивать лафу противнику, бафать себя, дебафать его. В общем, такая постарались сделать оригинальные механики карт. Хотим сделать также внятный сюжет. Прикрутили мультиплеер, но кастомизации пока никакой, то есть пока в стадии разработки. Мультиплеер уже работает, можно тестить, можно угорать, но он такой немножко еще на болванчиках. Началась разработка, мы такие индюки, прям, грубо говоря, какой-то надо было небольшой проект осилить для первого релиза, для того, чтобы это было как-то, не претендовали на супер оригинальность, то есть переработать что-то, что нам самим понравилось. Соответственно, запал один проектик, который мы трансформировали в том ключе, которым нам показался интересным. Готово, надеюсь, что наберем виш-листов, чтобы не пульнуть ее в пустоту к первый квартал 26-го. Может быть, и раньше попробуем, если получится. Платформа ПК пока только, наверное, попробуем прикрутить что-то, если нам очень сильно попросят игроки, то консольные. Мы показываем игру Супер Биомужик про суперзащитника галактики, который мочит всех своими кулаками, прыгает без кулдаунов, дэшится, куча оружия, мочит врагов, швыряет их друг в друга, оставляет кучу кровищи и мяса на уровнях, прыгает по платформам, закручивает сюжет, ведет любовные линии с врагами, враги превращаются в друзей, друзья нападают на врагов, и все любят друг друга. Короче, демо есть в Стиме. Приходите, играйте, кайфуйте, пишите отзывы и добавляйте в избранное. Все, мы вас любим. Короче, наш художник нарисовал спрайты, он хотел сделать маленькую игру внутри другой игры, типа как бонус.
в Wolfenstein New Order можно было поиграть в оригинальную игру на компьютере. Вот он тоже такой хотел сделать. По его задумке, там должно было быть типа 10 противничков, ты пошел, пострелял, пошел дальше. Почитал сюжет, дальше пошел. А я вместо 10 нолик лишний поставил, и стало 100 врагов. Мы поняли, что со сотней врагов можно сделать что-то интересное, и попросили его дорисовать мясо. С мясом стало еще интереснее. Мы собрали простенькое демо, обозвали ее первым аркадным уровнем и отправили в стимовский фестиваль играм «Быть». Насобирали фидбэка и начали делать то, как художник изначально задумывал, стали добавлять сюжет. То есть уровень, в котором было просто мясо, он стал отдельно аркадным, а уровень, где надо по сюжету двигаться, читать диалоги, выполнять задания, он стал первым сюжетным уровнем. Вот. Мы собирали фидбэк. Димон, который за камерой, наныл нам, чтобы мы добавили чекпоинты. Он оказалось, что был прав. Приходится признавать истину. Вот. И вот мы продолжаем разработку. Привезли самую свежую версию на конфу. Только на стенде можно пощупать третий сюжетный уровень, которого пока нигде нет. А так, демо есть на Steam, приходите играть. Первые 2 сюжетных уровня и 2 аркадных уровня доступны для всех. Любите нас, обнимайте нас, покупайте игру, когда выйдет. Называется Choice of Life самосбор. А все просто, выбираешь из 2 или 3 вариантов действий. Есть у тебя какая-то ситуация, и ты выбираешь, что делать. Надо, главное, выжить в гигахрущевке и не умереть, и не сойти с ума. А вот сюжет в игре раскроется. Ты рождаешься, и с тобой происходит всякая хреновина. Уникальную фичу, но у нас сеттинг необычный. Но хороших игр очень мало. Можно по пальцам пересчитать. Да. Одна из них уже наша, которую мы уже выпустили. Вторая клеить. В целом, это уже 4-я часть серии Choice of Life. Как бы прям каких-то новых уникальных фишек мы не добавили. Был про пирата, был в Средневековье 2 части. Вот. Мы решили сейчас новый сеттинг взять, который нам интересен. Но мы уже одну игру сделали, и вот я большой фанат как бы этой вселенной. Первая игра не особо залетела, потому что никто не знал про сеттинг, да. Первая игра — это жилячейка. Вот сейчас попробуем со второй, именно в формате Choice of Life подать эту историю. И сейчас уже как бы этот сеттинг больше на хайпе, поэтому есть шанс. Уже скоро, через 2 примерно месяца, даже меньше, в начале ноября. Steam, мобилки, консоли, Sony, Switch, Xbox. Даже Рустор, Даже первого не дали, у нас издатель. Всем привет, я разработчик The Black Ice, это компьютерная игра в жанре survival horror. Мы ее делаем небольшой командой Red Craft Games, в которой 2 человека всего. Вот, и нам помогает Untold Games, наш издатель. Он является сценаристом и помогает нам с менеджментом и со всем остальным. Короче, мы ему очень сильно благодарны. Вот. Наша игра про полярника, который прибывает на крупную научную станцию «Восток» в Антарктиде по сигналу СОС. Прибывает, но там никого нету. Вот. Задача его пробраться внутрь, понять, что случилось с персоналом, ну и, так сказать, он становится заложником некоторых событий, которые там происходят. И ему нужно выжить. Вот. Опираемся на такие игры, как Resident Evil, Dead Space, Alan Wake. У нас есть уникальная фишка, некая механика. Мы ее привезли сегодня на стенд. Вот. В нее можно потестить, поиграть. Это связано с инфекцией. У нас будет определенный вид зараженных, которые нападают на игрока и вызывают заражение. Заражение же копится постепенно, и по итогу персонаж умирает. То есть нужно будет игроку искать возможность находить антидоты, либо как-то их крафтить, соответственно, чтобы не умереть. О, это забавно на самом деле. Мы закончили вуз с другом и такие думаем, что делать? Вот. И мы оба фанаты видеоигр, на которые опираемся, Resident Evil, Alan Wake. Вот. И мы решили сделать что-то свое, что-то русское такое. Вот. И подумали, что незанятый сеттинг — это Антарктида. И поэтому начали пилить про полярника в Антарктиде. А потом уже нас Untold Games нашел и под крыло взял. Ранний доступ у нас планируется на октябрь, на начало октября этого года, либо на конец, пока еще точно не скажу. Вот. И постепенно будем выкатывать разные обновы для этой игры. Их планируется 5. Ну и по итогу где-то в 2027 году выход фулл игры будет у нас.
У нас студия разработки игр и издатель Antelus Games. Мы представляем сегодня 8 проектов на конфе. Проекты самые разные стадии разработки. Есть флагманы такие, как Black Ice, который скоро выйдет в релиз уже в Steam, VK Play. Есть разработчики как раз, вот разработчики Solo тоже есть здесь, тоже такой многообещающий флагманский проект, кинематографичный, про вампиров, про монстров, будет интересно. Что еще есть? Есть Трусив, игра про вора. Это такой стелс приключение, где нужно прятаться от стражников, скрываться. Есть Sea Walker Saga. Это такое морское приключение, где вы сражаетесь с пиратами. Если вы когда-нибудь мечтали посражаться с пиратами на острове, которым ты управляешь сам, да, рулишь, стреляешь, плаваешь. Есть Cats Wars, это такой кооператив забавный с котиками. Counter-Strike, только управление котиками. Есть «Сердце Алтая», которое вы можете слышать сейчас в трейлере. Она уже вышла в ранний доступ. Приключения блогера на Алтае. Я думаю, многие об этом слышали. Есть Horror Nightmares Awake. Игра, в которой вы играете за маленькую девочку и переживаете ее страхи, когда она попадает в настоящее произведение Гоголя. Lynch Legends еще есть. Это такая RPG. Сравнивают с Ведьмаком, но не совсем так. Больше такое в сторону викингов. Сражения, прокачка персонажа. Нет, у нас 45 примерно человек в чате, может быть уже больше 50, я точно не могу сказать. Они работают, да, действительно, над проектами. Примерно в каждом проекте по 3-5 человек обычно в разработке. Это программист, левел-дизайнер, гейм-дизайнер, сценарист. Ну, приехали мы, значит, в Санкт-Петербург теперь. И ты тоже сюда приехал вдруг теперь. На этот раз мы сделали демо-версию, которая у нас показывает больше сюжет. На Ситифесте в прошлый раз у нас было много вопросов, почему коты? Почему коты? Куча историй, куча диалогов. Переделали босса, дорисовали босса, показали прогресс. Людям нравится. Наконец-то люди теперь не задают банальных вопросов. Прогресс налицо, раздали почти весь мерч, что у нас был. Игра в горячей стадии разработки. Работаем все так же после работы, но подписывайтесь на наш телеграм. Игра не мертва, игра выйдет обязательно. С того, что хватит сидеть просиживать штаны, надо что-то делать. Если ничего не делать, то мы уйдем в ноль. Но мне просто нравятся драконы, как таковые, как они выглядят. А коты всем нравятся. Ну я как-то 2+2 коты и драконы. Но мы немножко разбили стереотип, у нас коты плохие. Но правда хорошие тоже, можно не переживать. Все, спасибо за внимание. Игра Summa Tatami. Представляем игру, аркадный рейсинг в стиле, в духе Fall Guys, Party Animals, но про сумоистов, которые катятся, стреляют, отталкиваются и, в принципе, очень красиво исполняют в разных игровых режимах. У нас много игровых режимов, это гонки, футбол, командные битвы, царь горы, что еще, снежный боулинг, гольф не помню название, в общем, очень много игровых режимов, много кастомизаций, много разного вида оружия. Основная фишка игры в том, что хоть и здесь очень много разного оружия, но ни одно из них не наносит урона. Все оружие отталкивает. И в этом главная фишка, потому что в разных игровых режимах одни и те же пушки играются по-разному. Но при этом мы постарались настроить игровой баланс так, в том числе чуть-чуть благодаря мне, чтобы с любой пушкой можно было комфортно играть в любом игровом режиме. Разрабатываем игру несколько лет, ходим по разным мероприятиям. Вот одно из них это конфа, где мы сегодня. Константин, наш CEO проекта, вот, наш заведующий, вот, и я молодой геймдизайнер, прошлые 3 месяца я стажировался у Константина в компании, теперь я закончил стажировку, и теперь я full-time геймдизайнер, который пытается сочетать работу с учебой. Это тяжело, но зато честно. Когда мы сочтем ее готовой? Потому что мы хотим, чтобы игра была завершенной, но сейчас у нас ведется огромная работа над UI. Здесь у нас на конфе представлена билд, где мы переработали именно что игровую часть UI, мы добавили новые иконки способности оружия, эффекты перезарядок, лидерборды, отсчеты, поменяли текста. Сейчас у нас в продакшене UI-меню. Все главного меню, кастомизации, в общем, вот эта вся обертка. И после этого мы, наверное, самой сложной частью займемся. Это клиент-серверная часть, это датабазы игроков, подключение аккаунтов. И вот когда мы вот это вот все подключим, сделаем систему прогрессии, то, думаю, как минимум уже выпускать в каком-то виде можно будет. Тем не менее, демка уже лежит в Steam. Можно зайти, потестить, поиграть, повеселиться. Так, новелла визуальная «Розовый шум».
нелинейная. У нас акценты на выборы игроков. Соответственно, 5 главных героев. Все они могут умереть и не дойти до финала живыми. Могут выжить. Все зависит от выбора по прохождению сюжета. Это ретро-Америка, 90-е, соответственно, пиксельные мини-игры, нахождение коллекционных соток. Все это ждет в розовом шуме. Более 170 кадров, отрисованных вручную и санимированных, у нас только будет для первого эпизода. Дальше больше. Разработка игры началась с большой любви к хоррорам. Именно хотелось сделать интерактивное кино, где ты можешь влиять на сюжет. Очень большая любовь была к сериалам, к фильмам, очень странные дела, оно. Поэтому захотелось сделать нечто подобное, но в 2D-графике. 5 человек, у нас все по одному. 1 аниматор, 1 программист, 1 саунд-дизайнер. Кого еще я забыла? Себя, да. Художница одна тоже у нас, да, конечно. Самая главная художница одна. Уже релиз будет этой осенью. Мы сейчас торопимся, все доделываем, но практически уже на финишной прямой. Только в Steam и VK Play. Игра называется «Черноград», про слежку за гражданами Великой Республики. Составлять доносы, решать судьбу нашего великого государства. Мы можем с помощью наших доносов сделать так, что наша страна вырастет, станет сильнее, сплоченнее, да, и восстановит свою территориальную целостность. А можем помочь нашей любимой оппозиции и свергнуть режим и прийти к другому режиму. Ну, есть такой режим, как демократия, но есть и анархия. Особенность нашей игры — это то, что мы перешли с рендера какого-нибудь на лайв-экшн. Как вы видите на нашей демке, мы используем для отснятия и показа наших квестов лайв-экшн, а не какие-то отрендеренные модельки. Это добавляет дополнительный антураж нашей игре, и мы можем наблюдать прям живую игру актеров с их мимикой и с эмоциями, которых нет в других играх. Также очень интересно и особенная наша механика в игре — это механика самого составления доноса, потому что кроме как Pay Please большую бумажную работу я нигде не видел. С того, что где-то в феврале 2024 года пару студентов университета ЭТМО собрались и решили, что они захотят делать игры. И вот мы разрабатываем уже игру на протяжении около 2 лет. У нас был большой брейншторм, мы метались от всяких платформеров как раз таки. Я топил за головоломки с мультиплеером, как It Takes Two, A Way Out, We Were Here. Также у нас была идея, которая потом переросла данная игра, это детектив в гигахрущевке. Но мы начали развивать данную историю и вот пришли к тому, что называется «Черноград». Готовность, наверное, как раз-таки будет в 26-м году. 26-й год. Мы очень на это надеемся. Наш главный конкурент — это PVKK. Сейчас делаем на ПК, потом порт на консоли Xbox, PlayStation и после этого порт на VR. С этим мы будем разбираться. Так-то игра под консоли уже адаптирована, под геймплады. И потом как раз-таки VR, потому что многие очень люди, которые играли в нашу игру, очень хвалят ее и говорят, что очень хотели бы ее видеть в VR. Поэтому мы прислушались к мнению наших игроков и собираемся портить ее на VR. У нас по какой-то пока еще непонятной причине очень большая часть аудитории девушки, так что надо быть аккуратнее, они любят слежку и доносы. Будьте осторожны. Ладно? Не, ну это хорошо, то есть игра подходит, соответственно, как одной аудитории, так и другой. Понятно. Это уточка. Наш главный талисман. Эта игра называется Куба. Это минималистичный слэшер на Unreal 5 с элементами платформинга. Надо ходить, кромсать врагов, преодолевать препятствия, собирать очки прокачки, прокачиваться. Это в основном сюжетно-ориентированная игра. Ну, помимо минималистичной стилистики, игра содержит элемент души, то есть уничтожая мобов, вы собираете свою силу, которую можете тратить как на усиление атак, замедление времени, так и на хилки. Разработка игры началась в феврале. Я понял, что не очень хорошо разбираюсь в 3D-моделировании, поэтому решил сделать игру из того, что я уже умею. То есть проверить свои навыки, посмотреть, на что я способен. Да, я делаю один. 27-28 года. Исключительно пока.
Лоскутный мир — это экшен-РПГ с возможностью создания собственных заклинаний. Игрок выбивает из монстров осколки, осколки содержат один или несколько компонентов, которые что-то делают, и гнезда под другие осколки. И так мы можем получить то заклинание, которое хотим, или просто какой-то безумный хаос. Что вообще происходит? Почему лоскутный мир? В этом мире не было раньше магии, но в какой-то один не очень прекрасный день начали появляться лоскуты из других миров на теле этой планеты. А вместе с ними появились как раз вот эти осколки магии. Люди стали изучать эти лоскуты и вскоре пришли к выводу, что это лишь часть некого глобального катаклизма, и планета, скорее всего, будет уничтожена, если это не остановить. И вот по сюжету мы будем пытаться это остановить. Ну, в целом, да, я вот играю в Diablo 2 и думаю, а что это все уже, как говорится, создано до нас? Почему я все время ищу какие-то старые артефакты, которые и заклинания, созданные какими-то чародеями древности? Я сам хочу быть этим чародеем древности, который создает эти заклинания. Ну и вот. Ой, это сложный вопрос. Сейчас у нас почти готов вертикальный срез. До вертикального среза осталась одна крупная механика. Это генератор локаций. Ну и несколько мелких механик. Я надеюсь, что к середине следующего года вертикальный срез будет готов. Потом мы докидываем один контент главы, и будет ранний доступ. Steam, VK Play, страница есть уже и там, но демка есть пока только в VK Play. В Steam демка появится, когда у нас будет вертикальный срез. Наша игра «Четвертое крыло». Это пазл-адвенчура, в которой главный герой в лице журналиста исследует тайное подземелье в надеждах найти своего младшего брата, потому что было потрачено очень много времени, где его расследования ни к чему не приводили. Наш, так сказать, USP — это абсолютно разные головоломки, то есть у нас нету никакого повторения. У нас это сеттинг, древнее подземелье плюс современные технологии, и у нас это собственный проработанный культ, собственная история, собственный лор. Эта игра сделана в рамках геймджема. У нас была только тема конспирология. Собственно, мы и развивали, брейнштормили с командой. Сейчас собираем отзывы, смотрим, как людям играется. Это тяжелый вопрос, потому что у нас сейчас время размеренной разработки. Активно прорабатываем идею, но у нас это все идет постепенно. То есть сейчас мы сосредоточены на том, чтобы расширять геймплей и улучшать предыдущие какие-то косяки. Команда у нас 8 человек. Потому что джем недавно абсолютно закончился, и вот мы стараемся продвигать на различные мероприятия. Вот впервые участвуем в шоу-кейсе с нашим проектом. Планируем в Steam, да, ее выкладывать. В ближайшее время собираемся в Steam, в VK Play. Собираемся в ближайшее время заняться оформлением странички, наполнением контента, и мы продолжаем развивать джемовую версию. Игра называется «Нефелия сквозь облака». Это симулятор дирижабля на другой планете. В последнем обновлении мы добавили реплики членам экипажа, чтобы во время каких-то событий они комментировали, что происходит, и в том числе давали игроку советы. Предыдущее крупное обновление, тоже в августе вышедшее, мы там добавили слои ветра. Теперь пустота совсем не пустая, и надо просчитывать, какая высота подходит, а какая нет, когда мы куда-то движемся, с учетом того, что на всех слоях свой ветер в свою сторону. Стараемся по-прежнему делать более интересным полет, как кор-механику игры. Это уже ближе к концу, чем к началу, и мы скоро начнем закрывать то, что давно не было закрыто, типа устаревшего UI, отсутствие глобальной карты. С того, что я очень много часов наиграл в игру Sunless Sea, Fail Better Games, потом у них вышла бета-версия Sunless Skies второй части. Я ожидал, что там будут дирижабли, но там с какого-то фига были летающие паровозы. Викторианскому кораблику посреди тьмы я как-то мог сопереживать и чувствовал, что он реальный, несмотря на всю жизнь вокруг. А вот летающим паровозом уже как-то приостановка неверия не работала. Поэтому мы решили сделать свой Sunless Skies, как бы с блэкджеком и всем остальным. Но по дороге очень сильно углубились в симуляционную составляющую. У нас действуют реальные законы воздухоплавания.
с газом, балластом и плавучестью. Поэтому составляющая, связанная с текстовой РПГ, она немножко отошла на второй план. Но, тем не менее, осталась. Теперь это в какой-то степени симулятор дирижабля, в какой-то степени симулятор капитана, когда у нас есть наши подчиненные, экипаж, есть те, у кого мы берем заказы на перевозку людей, товаров или информации. Ну и есть какие-то неприятности или, наоборот, неожиданно приятное в порту, что происходит в промежутках между полетами. Также есть и глобальный сюжет, но это, скорее всего, не раньше 2027-го, если мы не найдем инвестора. Пока мы планируем в 26-м выйти в ранний доступ, где-то через год уже не в ранний. Уже 5 лет. Но это, если просуммировать, скорее всего, это будет где-то около года, потому что это все делается вечерами в свободное от основной работы. Собственно, проект называется Satellite Odyssey Юпитер, и игра у нас в жанре survival horror в стиле Resident Evil 2. Мы стараемся сделать что-то похожее, что-то понятное игрокам. Там будут пазлы, там будет составляющая выживания, как и в резике. То есть мы должны экономить патроны, должны выживать на этой станции. Действие у нас происходит на советской станции, это по сути город, колония на Юпитере, на Европе, на спутнике Юпитера. И наша главная героиня пытается обуздать бушевающийся искусственный интеллект, который создает инсектоидов, которые, собственно, пытаются захватить колонию и уничтожить всех. Так что будет классическое выживание, но без зомби, а с насекомыми. Она началась с того, что, во-первых, у нас до этого была уже первая часть, прологовая часть, которая вводит человека в наш сеттинг, Satellite Odyssey Prologue. Это продолжение полноценное. Первая часть Satellite Odyssey Prologue, она доступна в Steam, ее можно купить, она вышла в прошлом году. Ее можно пройти буквально за час, за полтора и ознакомиться с сеттингом. Эта игра, скорее всего, будет где-то там через год, через два выйдет. Но плейтесты уже будут этой осенью, можно записаться на страничке в Steam, добавить игру в виш-лист. Ну и, собственно, после первой части мы эту игру начали разрабатывать, развивая концепцию первой части. Да, достаточно успешно, поэтому у нас появились бюджеты на вторую часть. Это не все участники шоу-кейса на конфе, просто кое-кого я не смог поймать на его стенде за целый день. Например, Escape from Calypso – темное, страшное и захватывающее приключение по исследованию заброшенного космического корабля с головоломками, ключами и прятками. Или Dino Farm – приключенческий тамагочи с заботой о динозаврах, где нужно их коллекционировать, выращивать дино, заботиться о них, кормить, мыть, играть с ними, строить парк с динозаврами. Или вот, например, старый знакомый Z-Factor – ролевое выживание, исследование, крафт, бой и лут. Где два мира на выбор – постапокалиптический остров или комфортный город, симулятор Робинзона или симулятор бомжа. По сюжету герой попадает на остров, где разумная жизнь уничтожена зомби-вирусом. Чтобы вернуться домой, надо починить портал. Еще был An Epic Tale, где дракон выкрал принцессу, а царь приказывает вам отправиться на миссию, из которой не возвращались другие. Впереди леса, болота и сказочные существа, которые либо помогут, либо обманут. Каждая ситуация — это сцена с двумя картами. Или вот, например, Iron Waste, который был в прошлом выпуске. Тут игрок-пилот, который собирает боевого робота и управляет им, участвуя в онлайн кей-поп шоу на выживание. А еще был Lord Amber Maze от авторки Потаты, который вышел в релиз буквально позавчера. Это пошаговая ролевая игра в стиле классических игр Legend of Zelda о путешествии в лабиринтах Лорда Амбермейза. Время движется только когда движется сам игрок. Герою придется столкнуться с множеством монстров, разгадать все его загадки и спасти сестру из лап злодея. Ну и наконец, Grimrod, рогалик с пошаговым боем, который происходит в мрачном безнадежном мире. Солнце исчезло, и герои должны путешествовать через умирающие земли, чтобы победить архидемонов и дать шанс выживанию человечества. С очень запоминающимся визуальным оформлением.
Вот теперь точно все. Конфа вышла отменная. Несколько шоу-кейсеров сказали мне, что это была одна из лучших конференций, на которых они показывали свою игру. От стенда просто невозможно было отойти. Народ шел и шел, играл и играл. И к тому же то там, то сям разгуливали фигуристы и косплеерши, что взгляд оторвать было невозможно. И вот скажите мне, какого хрена полностью бесплатная, как для игроков, так и для разработчиков, конференция, финансируемая госсубсидиями, может выдать каждому шоу-кейсеру свой стенд с большим экраном, столом, розетками, стульями, организует какие-то розыгрыши среди представленных игр, розыгрыши косплееров, привлекает крупных инфлюенсеров, устраивает шоу. В то время как другая конференция, которая проходит прямо сейчас в Москве, также спонсируемая государством, продает инди-разработчикам стенды по 60 тысяч. Вот и думайте, кто тут реально отечественный игропром с колен поднимает, а кто бабки зарабатывает. В GTA RP, естественно, без негатива. В общем, не бомбит у меня. Кстати, у меня же есть группа ВК на 17 тысяч человек, в которой вы можете абсолютно бесплатно рассказать о своей игре. И не только о ней. Все ссылки найдете в описании. Всем чмоки в этом чате.